недвижимости, первичной, вторичной и по каждому классу. Переходим к квартирам, социальное жилье. Перед вами карта, вторичный рынок. Что бросается в глаза, друзья? Период исследования – это колебательные процессы длиной в 1 месяц, май с июнем сравниваем. Видим, что наибольше всего подорожало за 1 месяц в Пересыпском районе. Да, Пересыпский район плюс 0,33%. Ну, здесь самое недорогое или бюджетное жилье, то есть здесь спальный массив Котовского, не знаю, там сейчас его переименовали как-то. Потом идет промзона. В общем, здесь самое бюджетное жилье. И дорожает оно, как и дешевеет, наибольше всего. Плюс 0,33% в данном случае подорожало. И меньше всего подорожало в Приморском районе. Плюс 0,23. Напомню, мы говорим о социальном жилье, вторичный рынок. Следующий слайд посвящен аренде. Очень быстро пройдемся. Красный шрифт вот здесь. Это подытоживающие данные. Социальное жилье, город Одесса. Сравниваем квартал первый со вторым кварталом и видим рост здесь в целом по городу плюс 2,44% за квартал, ну или за 3 месяца. Следующий, друзья, слайд посвящен тому, что произошло в течение 4 лет войны, и сколько там у нас уже 7 месяцев, да, или 6, то есть, ну, можно смело говорить, что полгода, да, полгода. То есть 4,5 года. Что же произошло с рынком жилой недвижимости на примере класс социальное жилье? Самый большой класс рынка, который эксплуатируется в Украине, город Одесса не исключение. Итак, давайте посмотрим, что в марте месяце 2022 года, начало войны у нас 2022 год, 24 февраля. Стоимость данного класса жилья составляла $804. Ну и видим, как первый год войны недвижимость достаточно дешевела, быстро, порядка 9, наверное, там чуть больше процентов пересчитать можете, рэперные точки присутствуют. Второй месяц, год, я прошу прощения, войны ознаменовался тем, что рынок недвижимости практически не показывал нам динамики снижения, и даже в какие-то кварталы был небольшой рост. Ну, вот это вы тоже можете посмотреть. То есть, в принципе, ничего не произошло на второй год войны, хотя экономика разрушалась, друзья. И наиболее частый вопрос, который я, так сказать, получал от своих контрагентов, люди, которые работают в финансовых учреждениях: Андрей, что происходит с рынком, почему рынок недвижимости не показывает динамику снижения? Третий год войны, друзья, здесь мы увидели снижение достаточно такое значительное, порядка там 11 или 13% было. И вот 4-й год войны показал нам, что это 2025 год, напомню вам, что стоимость квадратного метра медленно, уверенно с февраля месяца начала расти и росла до февраля, кстати, 2026 года. Вы можете вот здесь увидеть, то есть с какого перепуга не знаю, но мы фиксировали, наблюдали, и я вам показываю динамика роста. Ну и, так сказать, с февраля уже 2026 года мы видели 3 месяца снижения стоимости. И я говорил, что это, наверное, тренды на понижение. Но вот видим, что май и июнь также показали динамику роста. Но, друзья, я это все о чем говорю? Для того, чтобы вы понимали, что происходит с рынком недвижимости, вам совершенно точно надо задавать правильный вопрос. Корректно это звучит так. Я хотел бы узнать, что произошло с рынком недвижимости, и период сравнения должен быть, если мы возьмем, допустим, 2024 год, декабрь, с сегодняшним, это июнь 2026 года, то, конечно, здесь даже визуально вы можете увидеть, что стоимость недвижимости выросла. А если мы говорим о начале войны, то вот здесь внизу табличка Excel посчитал за нас. Начало войны $804 за квадратный метр. 6-й месяц 2026 года, это июнь месяц, $734 за квадратный метр. Снижение минус 8,71% за 4,5 года войны. То есть именно так себя ведет рынок недвижимости. Я это уверенно могу, так сказать, утверждать, в отличие от риэлторов, которые там занимаются продажами. То у них все пропало, рынок обрушился, теперь они
во все кричат, что вот рынок растет. Ну, мне пишут просто, я не голословно говорю, что ты все обманываешь, как пирожки покупаются квартиры. Ну, для того, чтобы обманывать, не обманывать, то есть сказать-то можно сам дурак, но при этом ничего больше, так сказать, из себя не выдавив умного. А я в конце видео покажу вам количество квартир по всей Украине, которое было куплено. И сравним с начала войны, для того, чтобы было понятно, что происходит с недвижимостью. Ну, не голословно, понятно, как пирожки покупаются квартиры. Вот мне всегда это, извините, жлобское выражение, как пирожки. Так, может, ребята, вы лучше и пирожки продавали, действительно, а не говорили о рынке недвижимости. Но это так, я в суе почему-то вспомнил. Давайте следующий слайд. Здесь очень быстро пройдемся по эконом-комфорт бизнес-классу. Вторичный рынок в разрезе административных районов. Он вырос на 0,51%. В абсолютных цифрах по админ-районам можете посмотреть. И рост по админ-районам также уже в процентном соотношении. Следующий слайд. Здесь первичный рынок квартиры эконом-класс. Видим, что рост плюс 0,31%. И в абсолютных цифрах можете посмотреть стоимость квадратного метра. И также можете посмотреть стоимость, как выросла в процентном соотношении, также по административным, конечно же, районам, друзья. И следующий слайд мы будем говорить уже о первичном рынке квартиры комфорт бизнес-класс, которые также выросли на 0,41%. Здесь вы можете это все увидеть в абсолютных цифрах. Стоимость квадратного метра, она достаточно сильно отличается в зависимости от локации. Ну и рост в процентном соотношении за один месяц. Следующий, друзья, слайд, последний, где мы говорим о колебательных процессах длиной в один месяц. Это первичный рынок, элитный класс. Прошу обратить внимание, только в двух административных районах компании-застройщики строят квартиры подобного класса, то есть с техническими характеристиками, которые соответствуют классу элит. Это Киевский район, центральная часть, ну и Приморский – это центральный район. Стоимость квадратного метра отличается даже одного класса в зависимости от локации. Динамика роста также можете посмотреть в процентном соотношении. Ну и, наверное, друзья, переходим уже к самому такому интересному слайду. Это что произошло за год. Точнее, это традиционный слайд, который я на протяжении многих лет вам показываю, что произошло за год. То есть говорим о тенденциях за год. Первый слайд говорил о тенденциях за 4,5 года войны, и там тенденция к уменьшению стоимости присутствует. А вот за год мы видим, что стоимость, в общем-то, выросла на 2,66%. Период сравнения был у нас июнь 2025, это $715 за квадратный метр. Мы говорим о классе социальное жилье. И июнь 2026 года это $734 за квадратный метр, что показало динамику роста, еще раз повторюсь, плюс 2,66%. Также, друзья, здесь индекс положительный, единичка, запятая 0,27. Ну, немного, так сказать, рекламы. Расскажу вам, что такое индекс. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Ну, в данном случае класс социальное жилье. Считается он просто, если у вас есть статистические данные. На примере данного графика рисунка показываю 734 делим на 715 и получаем динамику роста в годовом измерении в процентах плюс 2,66%. Или вот этот отрицательный, вернее положительный индекс единичка, запятая 0,27. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях Украины. Это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому синергия наших с вами знаний поможет и вашему сложном бизнесе, и мне развиваться, заниматься наукой, ну и также компании Alim Consulting. Для того, чтобы меня найти, в описании канала есть Viber телефончик, там 2 телефона. Есть Киев-Старовский, есть WhatsApp, кипрский телефон. Ну, кому удобнее, тот, в общем-то, сможет найти меня или списаться, или созвониться. И составим техническое задание по
всей недвижимости, которая находится у вас в залоговом портфеле. И вы будете раз в квартал получать исследования с графиками, с картами, где будете видеть, вот как на примере этого графика рисунка, что происходит с недвижимостью. Растет она в стоимости или же снижается. Еще раз напомню, синергия наших знаний. Вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Итак, друзья, это была реклама, без нее никак нельзя. Запомнили цифры, что на 2,5% за год выросла стоимость квадратного метра. Ну, здесь 2,66, можем округлить 2,5%. И